Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами разберем, как вязать вот такой узор крючком. Посмотрите на него поближе, какой он красивый, нарядный. Вязать его очень просто. В этом видео мы с вами подробно разберем ряд за рядом. Раппорт узора состоит из 8 петель в ширину и 4 рядов в высоту. У этого узора есть лицевая и изнаночная сторона. Вот так он выглядит с лицевой, вот так с изнаночной стороны. Нечетные ряды 1, 3, 5 это изнанка, а четные 2, 4, 6, 8 это лицевая сторона. Очень красивый узор, мне кажется, он хорошо подойдет для вязания кофточек, кардиганчиков. Именно вот в такой расцветке, которую я выбрала пряжу. Также можно и чепчики вязать. Он такой объемный получается за счет использования рельефных столбиков и пышных столбиков. Вязать его очень интересно, увлекательно. Если вам нравится такой узор, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Ну, давайте приступим. Вязать сегодня я буду из ниток Alize Angora Gold, серия Batik Design. В составе 80% акрила, 20% шерсти. Толщина нити в 100 граммах 550 метров. Крючок здесь рекомендуют 2-4 мм. Я возьму крючок 2,5. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из воздушных петель. Я возьму сейчас, чтобы набрать эту цепочку, крючок на полмиллиметра потолще, 3 миллиметра, чтобы потом первый ряд было провязывать легче. Количество петель в цепочке должно быть кратно 8, это раппорт нашего узора, плюс 1 петля кромочная. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте наберем цепочку самостоятельно и встретимся. Итак, я набрала цепочку из 41 воздушной петли. Меняю крючок на основной, которым буду вязать узор. Сейчас я хочу провязать ряд столбиков без накида, чтобы потом было удобнее, чтобы наш край был как бы пожестче. Но это не узор, а просто для основы нашего образца. Итак, я делаю еще одну воздушную петлю подъема. Во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида и в каждый столбик по столбику. И также должно получиться 41 столбик без накида. Давайте провяжем этот край и встретимся. Ну вот, подошли к концу ряда. Мы его не считаем, просто мы сделали как кромочный ряд. Это у нас лицевая сторона. Вяжем первый ряд нашего раппорта. Итак, делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем. Это у нас будет изнаночный ряд. И в первый столбик провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли, 1, 2, накид, пропускаем 3 столбика и в следующий вяжем 1, 2, 3, пропустили столбик с накидом. Сюда же провязываем еще один столбик с накидом, 1 воздушная петля арочка и в этот же столбик еще 2 столбика с накидом. Две воздушные, 1, 2, пропускаем 3 столбика и в следующий столбик без накида, 2 воздушные, пропускаем 3 столбика, в следующий вяжем
вот такую же ракушечку из 4 столбиков и посередине арка из 1 воздушной. Итак, 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, арочка, и еще 2 столбика с накидом сюда же в этот столбик. Две воздушные, пропускаем 3 столбика, в следующий столбик без накида. Вот такие ракушки провязываем и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю ракушку, 2 воздушные петли, арка, 1, 2, 3 пропускаем и в первый, в начальный столбик без накида провязываем столбик без накида. Первый ряд раппорта у нас готов. Вяжем второй ряд. 2 воздушные петли, 1, 2. Это начальный полустолбик с накидом. Разворачиваем на лицевую сторону. Накид. Вокруг первого столбика с накидом провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Итак, заводим крючок под сам столбик спереди назад, подхватываем рабочую нить, 3 петли, закрываем попарно. Провязали рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. В следующий столбик с накидом провязываем просто столбик с накидом. 2 воздушные петли, арочка, 1, 2, накид. И теперь в серединку ракушки под арку из 1 воздушной петли провязываем пышный столбик. Количество накидов зависит от толщины выбранной нити, какой пышности вы хотите столбик получить. Я буду делать по 3 накида. Вставляю крючок в середину ракушки под арку, вытянули рабочую нить, накид, вытянули, накид, вытянули. Подхватываем рабочую нить и через все петли протягиваем. Пышный столбик готов. 2 воздушные, 1, 2. В следующий столбик с накидом обыкновенный. А вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Заводим крючок под сам столбик спереди назад. Провязали. Накид. Пропускаем 2 арки, переходим к следующей ракушке и также вокруг первого столбика провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. В следующий столбик столбик с накидом, 2 воздушные петли, арочка, и теперь под арку провязываем пышный столбик. Две воздушные. В следующий столбик провязываем столбик с накидом, а вокруг следующего рельефный лицевой. Вот что у нас получается. Все, продолжаем вязать по рисунку самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний рельефный столбик с накидом, накид, и в начальный столбик без накида провязываем полустолбик с накидом. 3 петли закрываем за один прием. Второй ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Разворачиваем на изнаночную сторону и в вершину полустолбика провязываем 2 столбика с накидом. Итого 3 столбика. Далее 2 воздушные петли, 1, 2. Пропускаем 2 столбика и в вершину пышного провязываем столбик без накида. Этот ряд у нас как бы повторяет первый ряд. Далее 2 воздушные, 1, 2. Переходим
Пропускаем 2 столбика. И вот в промежуток между двух ракушечек, вот сюда, провязываем ракушку 2 столбика с накидом. Одна воздушная и еще 2 столбика с накидом сюда же. Две воздушные, 1, 2, вершину пышного столбика, столбик без накида. Так, под 2 ниточки надо вставить крючок, чтобы петля не вытягивалась. 2 воздушные, 1, 2, пропускаем 2 столбика и в промежуток между двух ракушек также вяжем 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля и еще 2 столбика с накидом сюда же. Две воздушные, 1, 2 и столбик без накидов, пышный столбик. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда, провязали столбик без накида, вершину пышного столбика, 2 воздушные петли арка, 1, 2, накид. И теперь во вторую воздушную петлю подъема, вершину начального полустолбика, провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Третий ряд раппорта у нас готов. Вяжем 4-й ряд. Вытягиваем ниточку немножко на высоту пышного столбика, разворачиваем, накид, и сюда в этот столбик последний провязываем пышный столбик. Провязали начальный пышный столбик. Далее 2 воздушные, 1, 2, накид. В следующий столбик провязываем столбик с накидом, накид. Вокруг следующего, вот 3 столбика, вокруг третьего провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Провязали. Накид, пропускаем 2 арки, вокруг следующего вяжем рельефный лицевой столбик с накидом. Этот ряд у нас повторяет второй ряд, но со смещением. В следующий столбик, столбик с накидом, 2 воздушные, и в середину ракушечки провязываем пышный столбик. Ниточка рассвоилась. Провязали 2 воздушные, в следующий столбик, столбик с накидом, а вокруг следующего рельефный лицевой. Накид, пропускаем 2 арки, вокруг следующего вяжем рельефный лицевой. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Подходим к концу ряда, где провязала последнюю ракушку. Так, пропускаем 2 арки в следующий рельефный лицевой. Во второй столбик, столбик с накидом, также 2 воздушные петли, накид. И теперь в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом, вяжем пышный столбик, чтобы наш образец был симметричным.
Если это край какой-то детали, изделия, то можно вязать вместо пышного столбика столбик с накидом. Так будет удобнее потом сшивать детали, соединять их между собой. Ну вот, 4-й ряд у нас готов. Раппорт мы с вами провязали. Следующий 5-й ряд будет повторять 1-й ряд. Давайте начнем вместе, чтобы было понятно. 1 воздушная петля подъема. Сюда же в вершину пышного столбика провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 2 воздушные петли. И сюда в промежуток между ракушечек провязываем 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. Как бы начало, основа нашей ракушечки. 2 воздушные, столбик без накида в вершину пышного столбика, 2 воздушные и снова вяжем ракушку. Так, вяжем до нужной высоты образец наш. Итак, я провязала 4 раппорта в высоту. Размер такого образца у меня получился 11 сантиметров. И в ширину 5 раппортов 14 сантиметров. 14,5. Но опять же это зависит от выбранной нитки, крючка, которым вы будете вязать, и от плотности вязания. Размеры могут отличаться от тех, которые у меня получились. Посмотрите, какой красивый узор мы с вами связали. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и попробовали со мной вместе связать такой великолепный узор крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!